Приветствую! Меня в комментариях давно уже спрашивали о сервисах, которые могут удалять водяные знаки с картинок или с видео. На самом деле таких сервисов сейчас в интернете довольно много и появляются еще и новые, но, как правило, они либо платные, либо имеют ограничения на бесплатное использование. Но совсем недавно я наткнулась на интересный сайт, который позволяет нам удалять водяные знаки как с фотографий, так и с видео. Работает он совершенно бесплатно, и у него нет ограничений на количество обрабатываемых картинок или видео. Вот так выглядит сайт. Все здесь довольно просто устроено. Сайт на английском, но предоставляется возможность перевода еще на несколько языков. Можем перевести, здесь почитать информацию. Позволяет удалять не только водяные знаки, но также логотипы, нежелательный текст или нежелательные объекты. И все это совершенно бесплатно. Также перечислены форматы файлов, которые поддерживаются. Пользоваться довольно просто. Загружаем картинку, выделяем область, которую хотим обработать. Искусственный интеллект анализирует картинку, обрабатывает ее, после чего очищенное изображение можно скачать. Чуть ниже здесь есть ответы на часто задаваемые вопросы. И вот такой интересный вопрос: законно ли использование инструментов для удаления водяных знаков? И здесь нам настоятельно не рекомендуют использовать обработанные изображения в коммерческих целях. И говорится также, что пользователи самостоятельно несут полную ответственность за любые претензии, которые могут возникнуть у третьих сторон в связи с использованием обработанных изображений. Поэтому запомним, что обработанные картинки и видео лучше не использовать в коммерческих целях. И давайте загрузим что-нибудь и посмотрим, как работает сервис. Я подготовила вот такую картинку. Сейчас она загрузится. Я подготовила картинку, здесь нанесла водяные знаки, более четкие, со стопроцентной непрозрачностью и более прозрачные. И, в общем-то, в процессе загрузки уже и произошло удаление самих водяных знаков. Но, как видим, более прозрачный водяной знак остался. Поэтому мы нажимаем вот здесь «Попробовать вручную», выбираем кисточку. Вот такую я возьму потолще кисточку. Выделю этот водяной знак и нажму «Удалить бесплатно». И, как видим, этот водяной знак тоже удалился. Здесь еще есть дополнительные инструменты. Масштаб. Мы можем картинку увеличивать, уменьшать. Есть инструмент «Перетащить». Если мы его выберем, тоже можем двигать эту картинку. Восстановить — это мы вернемся к исходному изображению. И отменить — это если мы что-то неправильно выделили, можем вернуться назад. Теперь давайте скачаем это изображение, посмотрим, какое разрешение его. Смотрим, что размер загруженной картинки был 2009 на 1074. И в результате мы получили точно такой же размер 2009 на 1074. То есть сервис картинки данные не уменьшает. Единственное, я где-то там в правилах читала, что картинка не должна превышать 5000 на 5000 пикселей. Как видим, сервис справился довольно хорошо. Нажму «Перезагрузка» и выберу другую картинку. Например, возьму вот такое пляжное фото. Бывает актуально удалять ненужные объекты на фотографии. Давайте выберем кисточку, выделим эти объекты ненужные и удалим их. Ну, как видим, остались еще пятнышки. Мы можем просто еще раз пройтись в этих местах, которые нам не понравились, и удалить еще раз. Давайте увеличим масштаб. Получилось практически идеально. Мы удалили все ненужные объекты. Таким образом, тоже можно использовать данный сервис. Единственное, что стоит сказать, если удаляемые объекты слишком крупные, либо если фон слишком пестрый, то получается не очень хорошо и бывает видно размытие. Также данный сервис предлагает обрабатывать картинки пакетом. Можно взять сразу до 10 файлов, загрузить их сюда пакетом и обрабатывать все сразу, если есть у вас такая необходимость. И что особенно интересно нам, это обработка видео. Давайте нажмем на вкладочку «Видео» в верхнем правом углу. Нужно загрузить видео. Я тоже подготовила видео с водяным знаком. Загрузим его. Теперь у нас здесь есть 3 инструмента. Есть кисточка. Размер кисточки можем регулировать. Таким образом, если он нам не нравится, мы можем вернуть обратно кнопкой «Reset». Eraser то же самое. Почему-то не видно его действия.
И можем просто выделить прямоугольную область. Если у нас этот логотип или водяной знак имеет прямоугольную форму, можем просто выбрать прямоугольную область и вот таким образом выделить то, что нам не нужно. И нажать Remove for Free. Страница сайта для удаления видео не переведена на другие языки, здесь только английский язык. И ожидаем, когда наше видео обработается. И посмотрим, что у нас получилось. Итак, в темной области мы видим, что все идеально удалилось. Удалился водяной знак. И второй водяной знак у меня был на светлой области. Здесь, если присмотреться, есть такое небольшое размытие. Ну, то есть, как видим, не все так идеально, как хотелось бы. Но, с другой стороны, сервис все-таки бесплатный. А еще с третьей стороны, искусственный интеллект бурно развивается, и качество его работы становится все лучше и лучше. Будем надеяться, что в скором будущем таких артефактов уже не будет. Давайте можем скачать это видео. Следует сказать относительно обработки видео. Здесь не поддерживается. Я хочу загрузить, например, видео в вертикальном формате. И здесь он пишет, что разрешение видео не должно превышать 1920 на 1080. У меня видео вертикальное, у которого ширина 1080, а высота 1920. То есть, исходя из этого предупреждения, высота нашего видео не должна превышать 1080. Но вы понимаете, что для этого видео нужно уменьшить. И, соответственно, потеряется его качество. Поэтому здесь есть небольшое разочарование, что вертикальное видео, для того, чтобы сервис его начал обрабатывать, должно быть худшего качества. Относительно поддерживаемых форматов поддерживается MP4, M4V и MOV. И еще также на данном сайте есть дополнительный инструмент загрузчик TikTok. Здесь все очень просто. Нам нужно ставить ссылку. Например, я зайду на TikTok. Здесь такой интересный аккаунт про космос. Здесь мы можем скопировать ссылочку на это видео, вставить ее сюда и загрузить. Сейчас я загружу это на свой компьютер. Загружается он в формате MOV. И сейчас посмотрим, что у нас получилось. И видим, что видео с TikTok скачалось в хорошем качестве и без каких-либо водяных знаков. Есть еще здесь блог. Можно тут ознакомиться с разнообразными статьями, как лучше пользоваться данным сервисом. Но мы рассмотрели самые основные его функции. Если вам было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие видео на моем канале. И до новых встреч!